Стенд IN06201 производства Кинерго предназначен для точного измерения силы прижима фрикциона блокировки гидротрансформаторов производства ZF. Используя все функциональные возможности данного стенда, можно быстро и качественно восстанавливать блокировочную часть гидротрансформатора за счет измерения силы прижима преднатяга до момента сварки узла блокировки. Перед работой на стенде гидротрансформатор должен быть предварительно подготовлен, разрезан, в том числе и блокировочная часть, очищен, перебран, а фрикцион блокировки должен быть заменен на новый. Поверхности трения и сам фрикцион должны быть пропитаны трансмиссионной жидкостью. Поверхности корпуса и прижимного поршня блокировки должны быть проинспектированы на предмет выработки, конусности и иметь допустимую шероховатость и плоскостность поверхности прилегания. Лепестковые пружины должны быть без дефектов, одинаковой конфигурации и обеспечивать достаточную силу прижима. Процесс работы на стенде состоит из следующих шагов. Подбираем переходник с отверстием нужного диаметра по пилоту гидротрансформатора. Устанавливаем переходник в планшайбу. Устанавливаем переднюю крышку гидротрансформатора на поворотный стол стенда. Подбираем прижимной переходник, чтобы он обеспечивал доступ для дальнейшей сварки пластины крепления поршня к корпусу. Прижимаем шайбу крепления поршня с помощью пневмоцилиндра через переходник. С помощью специального приспособления медленно проворачиваем фрикцион за зуб в одну сторону. Сопротивление вращению должно быть равномерным, без рывков. Затем следует поменять направление вращения. При вращении в обе стороны показания динамометрического индикатора должны быть одинаковыми. Далее необходимо свериться с показаниями, рекомендованными производителем. С таблицей показаний для наиболее распространенных моделей гидротрансформаторов можно ознакомиться в паспорте стенда. Если величина отличается на 10% и более, следует скорректировать величину прижима. Как правило, проточкой одной из плоскостей прилегания, либо прижимной плиты с лепестковыми пружинами, либо плоскости прилегания фрикционного диска к корпусу гидротрансформатора. После проточки следует провести измерение еще раз. Далее устанавливаем продувочный клапан, который служит для охлаждения внутренней полости корпуса и препятствует попаданию брызг и шлама внутрь узла блокировки. Привариваем прижимную пластину к корпусу передней крышки гидротрансформатора. Рекомендуется производить сварку отдельными сегментами, чтобы не повредить резиновые уплотнения поршня. Подача воздуха через продувочный клапан не должна быть постоянной, а производится частично после сварки каждого отдельного сегмента. Снимаем продувочный клапан, предварительно закрыв дроссель подачи воздуха и подняв щиток прижимного пневмоцилиндра, а затем убираем переходник. Соблюдая меры предосторожности, очищаем крышку гидротрансформатора от продуктов сварки. Проверяем величину прижима после сварки. После окончательной сварки корпуса и проверки всех параметров по биению ступицы и тепловому зазору необходимо провести контрольные измерения прижима блокировки. Это можно сделать с помощью дополнительного приспособления, идущего в комплекте с данным стендом. Проверку можно производить на любой поверхности, предварительно зафиксировав корпус гидротрансформатора. Для этого необходимо аккуратно во избежание повреждения внутреннего сальника вставить приспособление, имитирующее первичный вал автоматической коробки передач. В него вставить динамометрический указатель. В отверстие указателя установить поперечный рычаг, например, отвертку. Медленно вращая в обе стороны, произвести измерение предварительного прижима блокировки и сравнить показания с данными таблицы. Гидротрансформатор готов к установке.